Привет, стажер! Я Дора, я мастер сборочной линии завода Алкит. Мы производим очень много танков, но мне выдалось курировать участок, где мы делаем из курьезных французских танков настоящие боевые машины. Французское барахло ни на что не годится, а вот если поставить на их шасси грозное немецкое орудие, то с этим уже можно задать бой американским Шерманам. Так что тебе придется вместе со мной изучать устройство Мардер-1 для последующего производства. Пойдем. Быстро пробежимся по содержимому набора и приступим к сборке. Как обычно, у ICM отличная инструкция с рациональным дроблением на шаги. Кстати, инструкция напечатана на мелованной бумаге. Мелочь, а приятно. ICM предлагает нам 3 вида окраски Мардера: 2 в камуфляже и 1 без. Литники сделаны из приятного пластика, аплоя совсем нет, но кое-где видны стыки пресс-форм, но их легко можно зачистить. Из минусов могу отметить только гусеницы. Они сделаны из винила. Приступлю к сборке. Начала я с ходовой части. Тут она довольно сложная, по 4 тележки с 2 катками в каждой. Собрать такую ходовую часть довольно муторное дело, но не напряжное. Также стоит обратить внимание на то, как задумано бронирование ходовой части. Масса углов и изгибов. Соединять такие детали довольно сложно, и надо следить, чтобы стыки были ровными. Спустя пару вечеров я закончила сборку самоходки, и у меня возникли сложности с стыковкой бронелистов рубки. Очень трудно было ровно попасть стык в стык. Также пришлось шпаклевать корму, так как 2 половинки не получилось склеить ровно без зазоров. Зато у модели шикарно выполнена пушка ПАК-40. Настало время окраски. Как обычно, после обезжиривания модели я начинаю ее грунтовать. Грунтую я модель черным грунтом от Pacific. Грунт послужит одновременно и базовым затемнением. Найти такую модель Мардера, да и любую другую модель от ICM можно в интернет-магазине «Модельная лавка». Там действуют постоянные акции, при помощи которых можно отлично сэкономить. Например, любимый бренд или «Приведи друга». Также на сайте есть все актуальные новинки мира моделизма, а по этому промокоду при первом заказе у вас будет скидка в 200 рублей. А для последующих заказов используйте промокод Даша. Кстати, Dasha Models – это не только няшный канал о стендовом моделизме, но и начинающий производитель моделей. Пока у меня в ассортименте всего лишь знаменитый советский забор, но в комплект входит 5 плит и 6 стаканов. Забор доступен в 24, 35, 43, 72 и 87 масштабах. Заказать заборы можно, написав мне в личное сообщение в Instagram или ВКонтакте. Покупая продукцию Dasha Models, вы помогаете развитию канала. После завершения французской кампании 1940 года в качестве трофеев Германия заполучила большое количество работоспособных и достаточно добротных легких танков CM-36. Кроме них было захвачено еще и определенное количество бронированных тягачей Лоррейн-37, которые французы еще использовали как и транспортеры для пехоты. Поначалу немцы не придали должного внимания данной технике, однако острая нехватка самоходных противотанковых средств заставила руководство вермахта обратиться с просьбой об увеличении производства противотанковых САУ на базе французской техники. Также покрашу гусеницы в черный цвет с небольшим добавлением в него коричневой краски, чтобы цвет не был однотонно черным, ведь такого насыщенного черного цвета металл на реальных машинах не бывает. И каждая гусеница собирается из 2 частей. Но так как ходовая часть у этой машины спрятана за экранами, то гусеницы будут едва заметны на готовой модели. Белой краской высветляю верхние части бронелистов, таким образом добавляю немного объема модели. Наношу цвет так, как по логике должен ложиться настоящий солнечный свет на модель. Задувая модель в базовый желто-оливковый немецкий цвет, заранее проделанная операция позволяет мне особо не заморачиваться с нанесением базы. Черно-белая основа делает всю работу за меня.
По распоряжению Управления вооружений Германии в конце 1941 года фирма Alkit разработала учебно-боевую самоходную артиллерийскую установку на шасси французского бронированного тягача Lorraine-37L, который выявился самый удачный из трех вариантов. После принятия на вооружение опытного образца фирме Alkit было заказано изготовить 150 единиц такой техники. В период с 1943 по 1944 год фирма Альфред Беккер согласно государственного заказа изготовила 179 машин данной САУ, но уже на базе французских танков. Всего за этот период серийного производства, которое продолжалось вплоть до апреля 1945 года, на заводах Германии было собрано, по различным данным, от 170 до 285 машин Мардер-1 на различных шасси. Я все же нанесу немножко высветлений, добавлю в базовый цвет немного белого и получившимся оттенком я прохожусь по верхним граням броневой рубки Мардера. Я долго колебалась с выбором цветовой схемы камуфляжа. То у меня было желание не делать камуфляж вовсе, то сделать его в соответствии со схемами в инструкции. Но мой выбор пал на одноцветный камуфляж с зеленой сеткой. Это моя любимая схема немецкого камуфляжа. По-хорошему, его надо делать при помощи масок, но я решила испытать твердость своей руки и нанести камуфляж в рукопашную, без всяких масок. И повторять я это не советую, очень опасно для модели. Для рисования камуфляжа я советую все-таки воспользоваться масками из малярного скотча, если вы начинающий моделист. Экипаж легкой противотанковой САУ Мардер-1 состоял чаще всего из 4 человек, на САУ более позднего выпуска из 5. В состав экипажа Мардера стандартного комплектования входили командир САУ, заряжающий, наводчик и механик-водитель. Позже в состав экипажа стали добавлять радиста, который исполнял обязанности помощника заряжающего и стрелка из пулемета. Для посадки в САУ и высадку из нее экипаж использовал заднюю открытую часть рубки, выполненную в виде проема. Механик-водитель также мог попасть в машину и выбраться из нее через откидной прямоугольный люк в передней части корпуса. Броневая защита немецкой легкой противотанковой самоходной артиллерийской установки Мардер-1 разрабатывалась по дифференцированному противопульному принципу. Броня данной САУ могла защищать ее экипаж и основные узлы машины от поражения боеприпасами стрелкового оружия мелкого и среднего калибров, а также мелких осколков. Мардеры, которые переоборудовались из французских легких танков Hotchkiss H-35 и FCM-36, заполучили от них по наследству бронированные корпуса в лобовой части до 45, бортов до 40 и кормы до 30 мм при наличии рациональных углов наклона. Сборка корпуса из броневых плит была произведена при помощи заклепочных соединений. Полуоткрытая броневая рубка САУ Мардер-1 производилась из листов катанной брони низкой и средней твердости, которые соединялись между собой путем сваривания. В лобовой части на машинах ранних серий выпуска бронированные листы лобовой части, а также бронированная маска имели толщину до 14 мм. Позже броня была усилена до 19 мм. Фальшборта рубки имели толщину бронирования до 10 мм без рациональных углов наклона к вертикальной нормали. Для последующих манипуляций я задую Мардер глянцевым лаком. А при помощи губки я теперь нанесу сколы. Сколы я рисую темно-коричневой акриловой краской и наношу их хаотичными движениями.
Светло-желтой масляной краской методом сухой кисти я выделяю рельеф боевой машины. После этого приема модель смотрится по-настоящему объемной. Красили САУ Мардер-1 также по особой инструкции. 30 июля 1940 года вышла инструкция номер 864, в соответствии с которой все самоходки должны были быть выкрашены экипажами в полностью темно-серый цвет, который обозначался как «Панцерграу». Весной 1943 года, накануне Курской битвы, вышла новая инструкция номер 181, обязывающая красить все экипажи САУ Мардер в темно-желтый цвет «Вермахт-Олив». Понятное дело, в условиях зимы САУ украсили в белый, а весной окрашивали извилистыми полосами цвета олив-гран или брун. Рисунок часто зависел от художественных предпочтений командира подразделения самоходок. Часто рисунок камуфляжа САУ зависел и от местности, в которой велась боевая деятельность. Были случаи, когда камуфлированную окраску наносили прямо на заводе, например, перед Курской битвой. А теперь я нанесу декали, 2 немецких креста по бортам машины и тактический знак противотанкового подразделения. Новая цветовая схема камуфляжной окраски была введена в августе 1943 года, которая состояла из цветов олив-грун и брун. К концу осени 1944 года в большинстве бронетанковых подразделений стала применяться в качестве базового цвета краска олив-грун. Что касается эмблем, то их наносили на кормовой и лобовой части рубки белой или желтой краской. Размер эмблемы варьировался от 15 до 20 сантиметров. А теперь время нанести смывку, и на такую желтую модель идеально подойдет коричневая смывка. Размываю ее остатки White Spirit от фирмы Major Models. В качестве вооружения у САУ Мардер выступала противотанковая пушка ПАК-40. Пушка имела полуавтоматический затвор. Пушка производилась германской фирмой Rheinmetall. Завод находился в Дюссельдорфе. Дальность стрельбы пушки составляла 8 километров, а скорострельность 12-15 выстрелов в минуту. В качестве вспомогательного вооружения использовался пулемет МГ-34, который размещался в укладке и использовался по мере возникновения надобности как для отражения наземного нападения противника, так и в качестве зенитного. После нанесения матового лака настало время ручной работы. Мне надо окрасить казенную часть орудия, выхлопные трубы, запасные траки и шансовый инструмент. Выполняю эту работу я акриловыми красками от ICM, и работать кистью с этими красками просто одно удовольствие. Те САУ Мардер-1, которые были произведены на шасси танка ФЦМ-36, снаряжались рядным 4-цилиндровым дизельным двигателем, который развивал мощность до 91 лошадиной силы, что давало возможность САУ двигаться по шоссе с максимальной скоростью до 25 км в час. Легкие противотанковые самоходные артиллерийские установки Мардер-1 применялись немцами в период с конца 1942 года и практически до капитуляции Германии во Второй мировой войне. Данным классом машин комплектовались преимущественно немецкие противотанковые подразделения, которые участвовали в боях в Италии, Северной Франции и на Восточном фронте. Об общей эффективности применения данного класса САУ говорить очень трудно, так как особо полной информации на этот счет нет. Скорее всего, их успех применения был переменным. Там, где Мардер-1 удавалось занять выгодную позицию, они могли эффективно сдерживать наступление танков противника, а там, где танки выходили на оптимальную дальность ведения огня и обнаруживали позиции САУ, то лишенные надежного бронирования, они становились легкой добычей более сильного противника. Последнее упоминание о применении данного типа САУ немцами датировано 1 мая 1945 года на Западном фронте.
Масляными точками я сымитирую результат воздействия атмосферы на боевую машину, а также разнообразию цвета. И результат применения этого метода сравним с внешним видом вашего автомобиля, если бы вы не заезжали на мойку в течение месяца и при этом активно использовали этот автомобиль. А металлическим цветом я пройдусь по казенной части рубки, пулемету и тракам. В заключительной части работы над моделью я нанесу на ходовую часть пигменты, чтобы показать пыль. И тут главное не переборщить. И вот такая у меня получилась самоходка. Напишите в комментариях, понравилась она вам или нет. И, кстати, во время монтажа этого видео я заметила, что я забыла сделать над ней одну деталь. А если вы заметили, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, что я упустила. Увидимся в новом видео на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.